Друзья, всем привет! Вы на канале Школа массажа Контур. В сегодняшнем видео мы разберем приемы антицеллюлитного массажа. Это все те же приемы классического массажа, но они имеют свои особенности. А особенность их заключается в том, что направлены они не на мышечный слой, а на кожу и подкожно-жировую клетчатку. Давайте я попробую продемонстрировать вам несколько движений антицеллюлитного массажа, которые использую в своей практике. Наносим масло на руки. Приемами поглаживания распределяем по рабочей поверхности. Мы с вами разберем приемы массажа на примере талии. Поработаем с талией. И после того, как мы распределили масло поглаживания, мы переходим сразу на выжимание. Приемы выжимания выполняются от позвоночника и в направлении паховых лимфоузлов. Все, что находится условно ниже средней поясничной линии, то есть все, что находится ниже пупка, мы выжимаем к паховым лимфоузлам. Попеременные движения на уровне пупка и выше выжимаем к животу и в направлении подмышечных лимфоузлов. В нижней точке стараемся коснуться кушетки. И как в замочек у нас складываются пальцы. Делаем попеременно. Или можно выполнять одновременно. Обратно поглаживанием. Выжали, погладили. Выжали, погладили. Это один из вариантов приемов выжимания. Второй вариант, более глубокий, прием выжимания гребнем. То есть мы средними фалангами пальцев, или их еще называют этот прием утюжком, вот этой частью мы точно так же по тем же массажным линиям выжимаем. Это движение уже более глубокое, более действенное. Аналогично можно и выполнять одновременно. Выжали, коснулись кушетки, назад погладили. Выжали, назад погладили. Работаем по талии. На ребра стараемся не заходить, потому что может быть болезненно. Сделали, погладили. Следующий прием, еще один вариант приема выжимания, это накатывание. Вы снизу захватываете складку одной рукой, а второй ручкой с акцентом на большой палец, то есть расстояние, рабочая поверхность у нас начинается именно вот в этой зоне. Накатываем складочку и нижней ручкой мы отпускаем. Подняли складку, немножко ее защипнули и отпустили. И выжимаем. Прием выжимания один из основных вместе с приемом разминания в антицеллюлитном массаже, потому что прием выжимания как раз направлен на лимфодренаж. А при антицеллюлитном массаже нам основной эффект и нужен, да, это лимфодренаж и улучшение эластичности тканей. Следующий прием делается аналогично накатыванию, только накатывание гребнем. То есть мы вместо плоскостного делаем тот же наш утюжок и, поднимая складочку, защипываем ее гребнем. Этот прием может быть болезненный, поэтому ориентируйтесь на самочувствие клиента. Если боль терпимая, можно потерпеть. Если нетерпимая, чуть ослабеваем воздействие. Выжимаем. Выполнили. Погладили. Переходим к следующему приему. Прием растирания. Здесь можно выполнять пиление с классического массажа, да? Но мы больше акцент внимания выделяем именно на боковую поверхность, на кожу подкожно-жировую, нежели на спину, да? Мышцы спины. Работаем с подкожно-жировой, поэтому здесь мы растираем по боковой и задней боковой поверхности. Второй вариант растирания плоскостной, самый простой, одной рукой, либо двумя руками. И третий вариант гребнеобразный, без давления. Мы также средними фалангами пальцев делаем такие растирающие легкие поверхностные движения. Разогреваем кожу.
Следующее движение, которое мы будем выполнять, приемы разминания. S-образное разминание. Мы не стараемся полностью захватить мышцы, мы работаем с кожей и подкожно-жировой клетчаткой. То есть вот таким образом, выполняя змейку, продольную змейку. То есть между ваших рук образуется такая складочка в виде змейки, и вы ее перебираете. Старайтесь, чтобы зазора между рабочей поверхностью и ладонью не было, то есть работайте плотно, вклеено. И со средним ритмом. И выжимаем. Следующее движение — змейка. Мы будем выполнять в поперечной плоскости, создавать змейку. Несколько вариантов этого движения. Это одновременно, когда мы формируем складку, да, и ведем ее к кушетке от позвоночника, тем самым прорабатываем подкожно-жировую. Второй вариант — это с упором в ладонь, то есть мы ставим ладонь, поднимаем складочку кожную и разминаем с упором в ладонь. Можно гребнем выполнять, то есть средними фалангами пальцев. И следующий вариант, один из самых сложных, попеременно и в конце выжимания. Погладили. Следующее движение у нас будет скрещивание. Мы скрещиваем складку между пальцами указательными, захватываем и растягиваем. Скрещиваем и растягиваем. Тем самым также мы прорабатываем эластичность подкожно-жировой клетчатки. Также можно добавить прием разминания гребнем. Следующее движение у нас будут вибрации. Вибрации мы выполняем поверхностно. Это пощипывание, то есть можно делать с ударом. Можно делать также прием рубления или поколачивания. И теперь давайте попробуем совместить все эти движения в процедуру массажа. Начинаем с приемов поглаживания и выжимания. Далее переходим к более глубоким приемам выжимания, гребнеобразные, затем накатывание, после выжимания выполняем растирание. Разогреваем кожу.
Для связки выполняем приемы выжимания. И после этого переходим на разминание. S-образное разминание. Или продольная змейка. Затем у нас идет поперечная змейка. Следующее движение — перекрещивание. И чередуем все эти движения 3-5 раз. Продольная змейка. Поперечная змейка. Перекрещивание. И все по новой. Дополнительно можно еще выполнить поперечное разминание, когда вы, захватывая складочку, двигаетесь сначала от позвоночника к кушетке, перебирая между указательным и большим пальчиком, и от кушетки вверх. Тем самым тщательно прорабатываете подкожно-жировую. После того, как выполнили приемы разминания, делаем вибрации. После вибраций делаем поглаживание и успокаиваем кожу. Переходим на вторую сторону. Вот такие простейшие движения можно выполнять при антицеллюлитном массаже. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если оно было вам полезным, напишите комментарий, поставьте лайк. И увидимся в следующих видео. А в следующем видео мы разберем массаж нижних конечностей, работу с бедрами и ягодицами. Ну а пока сделаю вторую сторону модели, а то она просит. Пока-пока.